Всем привет! Вы на канале Family Trip – семейные путешествия. И сегодня мы приглашаем вас продолжить путешествие по Лондону вместе с нами. В первой части мы посетили много интересных и значимых мест в Лондоне. Прикоснулись к истории, современности, попробовали местную кухню и пиво. Если еще не видели нашу первую часть, обязательно посмотрите. Она получилась очень интересной и насыщенной. В этом видео мы продолжим изучать Лондон и его достопримечательности. Мы погуляем по самым престижным и богатым районам Лондона, полюбуемся королевской резиденцией, заглянем в один из самых известных магазинов Лондона, насладимся природой в местных парках, а еще покажем необычные и порой шокирующие места Лондона. И, конечно же, постараемся передать вам атмосферу этого удивительного города. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. У нас на канале уже много интересных и увлекательных видео-путешествий по разным городам и странам. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Они нам очень приятны и важны. А еще присоединяйтесь к нам в соцсетях. Там мы выкладываем много фото из наших путешествий. И не только. В актуальном времени и всегда рады общению. Не буду вас больше утомлять вступлением. Давайте скорее продолжим нашу прогулку по Лондону. Всем доброго лондонского утра! Привет! А мы направляемся сейчас к метро и планируем поехать в Букингемский дворец. У нас станция метро называется Tower Hill Station, и мы сейчас поедем к Букингемскому дворцу. Вот вход в метро. Сейчас попробуем разобраться с покупкой билетиков. Так, заплатили, просто приложив свою банковскую карту. Спускаемся вниз к поездам, все, разобрались. Ну, кстати, обратите внимание, идем с левой стороны, с правой поднимаются. Вот так выглядит метро в Лондоне. Вот такой поезд, большой. Так. Длиннющий поезд, одним вагоном. Вот мы приехали к Сан-Джеймс-парк, можно даже сделать фоточку. Такие здесь дома. Так, и мы идем к парку Сан-Джеймс, и оттуда идем к Букингемскому дворцу. Смотрите, какая архитектура. Белые здания, большие окна, и тут же вот эти вот традиционные английские, мне кажется, домики, которые ассоциируются, конечно же, с Англией, да? Сан-Джеймс-парк. Куда мы сейчас и направляемся. Мы решили пройти к Букингемскому дворцу через Сан-Джеймс-парк. Вот смотрите, какие здесь газоны, цветочки. Уже, правда, начинает многое отцветать, но все равно немножечко я вам покажу. А вот и показался Букингемский дворец со стороны Сан-Джеймс-парка. Сейчас мы туда идем. Впереди монумент Виктории. Сегодня День Победы в Европе, сегодня 8 мая. И вот здесь народ собрался. Возможно, сегодня будут какие-то праздничные проходить мероприятия. Ну вот там играет музыка, я слышу, но пока ничего не видно. И пока мы ждем, что же будет происходить дальше, я хотела бы хотя бы пару слов сказать о Букингемском дворце. Букингемский дворец – это одна из самых известных достопримечательностей Лондона и просто обязательное место для посещения. Этот величественный дворец является официальной резиденцией британского короля и символом монархии. Изначально дворец строился для герцога Букингемского, а в 1762 году он был приобретен королем Георгом III в качестве будущей частной резиденции монарха. В течение последующих 75 лет дворец расширяли и перестраивали. Официально же дворец стал главной резиденцией британских монархов при вступлении на престол королевы Виктории в 1837 году. Но самое просторное и богато декорированное помещение – бальный зал – было закончено лишь в 1853 году. После этого интерьеры дворца неоднократно менялись. Сейчас площадь дворца с садом составляет около 20 гектар. Здесь есть свое отделение полиции, 2 почтовых офиса, госпиталь, бассейн, бар. В самом дворце 775 комнат, а в штате обслуживающего персонала дворца состоит около 700 человек. И вот монумент Виктория прямо перед Букингемским дворцом.
И этот монумент тоже является очень важной достопримечательностью, о которой я просто обязана немножко вам рассказать. Как вы уже, наверное, поняли, этот монумент посвящен английской королеве Виктории. Королева Виктория правила Великобританией практически всю свою сознательную жизнь, с 18 до 82 лет. Эту эпоху английской истории называют викторианской. Во время ее правления страна достигла необыкновенного экономического и политического влияния в мире, увеличив свою территорию в 2 раза. При ее правлении английская наука и культура пережили уникальный этап расцвета. Королева Виктория – это тот редкий случай, когда юная и миниатюрная девушка, рост ее был всего 150 сантиметров, показала миру, на что она способна. Но более того, она оставила после себя огромный след в истории. Биография королевы Виктории, несомненно, очень интересна, но у нас совсем не исторический формат, поэтому я не буду углубляться в ее историю, но вам могу сказать, что действительно очень интересная биография. Если интересно, обязательно почитайте. Ну а мы дождались праздничной церемонии, посвященной Дню Победы. Вообще повезло. Посмотрите, как здорово. Ну супер, здорово, да? Это как вчера с разводным мостом, то здорово мы попали. Мы, в принципе, хотели просто подойти к Букингемскому дворцу, потому что понимали, что уже, скорее всего, смена караула закончилась. А получилось, что мы попали прямо вот в самую точку, как раз тут как надо. Отлично, я очень довольна. Смотрите, как блестят их фуражки. Красиво. Какой цокот копыт. Потрясающе. И завершают колонну полицейские. Попали на парад Победы в Лондоне. Народ потихонечку стал расходиться, нарушать все, что только можно, перелезать. Вот здесь вот они перелезают и перебегают, полицейские ругаются, но единственное, что он может просто крикнуть на них и все. Вот, собственно, вот так все это происходит. Тут же велосипедисты подъезжали несколько раз, он там их периодически полицейский пропускал. Ну, достаточно все свободно, нет такого, что прям очень все строго, при том, что здесь как бы, да, монарх. Ну что, как тебе? Парад посмотрели. Парад к Дню Победы, да. Да. Настроение классное, погода отличная. Здорово, здорово. Интересно посмотреть, как это все происходит. Ну так что ж, вот он, Букингемский дворец. Еще разочек на него взглянем. И уже будем отсюда удаляться. Здорово, что попали на такую прекрасную церемонию. И дальше уже хотим пойти в район Майфэйр и посмотреть, что там. Там есть тоже некоторые интересные локации, просто очень симпатичные домики. О, кстати, смотрите, какие велосипеды у них интересные, с корзинками сплетенными. Группа на велосипедах. Вот. И такая девушка, похожа на Мэри Поппинс. Смотрите, какая тенистая аллея из платанов. Какие тени тут падают. Ну, классная. Это мы идем как раз от Букингемского дворца. Идем в сторону Майфэйр. По Грин-парку. Так обозначена мемориальная прогулка в память принцессы Дианы. Такие обозначения можно найти в 4 больших лондонских парках, через которые проходит этот променад. Это Кенсингтонский парк, Гайд-парк, Грин-парк и Сент-Джеймс. Путь протяженностью 11 километров с 90 мемориальными табличками с изображениями цветка. Знаете, что я хочу сказать? Мы находимся прямо около Букингемского дворца. Вот он сзади меня остался, там практически парк вокруг. Потрясающий, хороший, и он весь заполнен людьми. Он совершенно не охраняется, но, по крайней мере, это так, на вид. Народ бегает, гуляет с собачками, гуляет с детьми, катается на велосипедах. Это прекрасно. На газончиках сидят, расслабляются, и все это доступно для людей. Это замечательно. Вот это класска, да, вот так. Мне это очень нравится. И вот они мило, как мило бегают по газончикам. Смотрите, просто вообще класс. Замечательно. А вот и знаменитые белочки лондонские, которые не боятся людей, подходят. Побежит ли она к ней? О, да, смотрите, смотрите, правда. Берет у нее орешек или что-то, чем она ее покормила. Здорово. Посмотрите, стоят шезлонги. Большое количество шезлонгов, чтобы люди могли приятно в теплое время года провести время, позагорать, посидеть, отдохнуть.
и получить удовольствие на свежем воздухе в прекрасной атмосфере парка. Не смогла я спокойно выйти из этого парка, и тут увидела картину практически как из «Один дома». Сидит бабушка какая-то и кормит голубей. Смотрите, вообще. И вот мы пришли в район Mayfair. И, как я и говорила в самом начале, мы погуляем по самым фешенебельным и богатым районам Лондона. И вот мы пришли в район Mayfair. Mayfair – это не просто один из лондонских районов. Это образ жизни, своего рода марка, эталон светскости. Но когда Лондон ограничивался пределами Сити, на месте нынешнего Mayfair были луга и поля недалеко от города, на которых раз в год в мае проводилась ярмарка скота. Кстати, название Mayfair переводится как «майская ярмарка». Но в XVI веке король Генрих VIII, о котором я рассказывала в первой части нашего путешествия по Лондону, если ее, кстати, не видели, обязательно посмотрите, она получилась очень интересной и насыщенной. Так вот, Генрих VIII перенес королевский двор из Тауэра в Вестминстер, и все изменилось. Тихие луга оказались рядом с дворцом и враз стали самым престижным местом для жизни. Генрих VIII разрешил строить тут дома только самым знатным и приближенным придворным. С тех пор Mayfair так и остался самым аристократическим районом Лондона. Сейчас это один из самых дорогих районов мира. Вот Стефано Риччи. Как раз-таки коллекцию вам покажу, мужскую. Сереж заинтересовался, да, Сереж? Уважаемая одежда. Смотрите, какие крыши, какие мансардные окна. Еще мне очень нравится вот так вот входы обрамлены деревьями. Ну, здорово, здорово. По крайней мере, идем, смотрим, как выглядит Лондон вот в таких в хороших, дорогих районах. Идем по улице Парк-стрит. Вот она выглядит так. Еще немножечко улиц района Mayfair. И вот мы подходим к одному очень интересному месту, которое заинтересовало меня, потому что мне кажется, это как-то специфически очень. Сейчас вы увидите, о чем я говорю, о чем идет речь. Возможно, многие не поймут этого места. Хотя надо сказать, что англичане к этому относятся, наоборот, очень позитивно и считают, что так и должно быть, потому что это должно быть сделано для людей. Итак, смотрите, написано Mercato Mayfair. Что это такое? Это рынок, то есть, точнее, такой, как фудкорт, сделанный в церкви. Здесь считается, что церковь должна быть для людей, и это очень хорошо, там проводить какие-то мероприятия, кушать, и то есть она не должна быть закрыта от людей. Вот смотрите, как это происходит. Рядом здесь же продается Fish and Chips, достаточно известный, именно Mayfair. Ну, зайдем вовнутрь. В общем-то, такое интересное культовое место, куда мне интересно было зайти, потому что это очень необычно, и, наверное, не каждый это поймет. Ну, в общем, я покажу, зайду, а вы уж решаете, стоит вам туда заходить, смотреть или нет. Так, заходим. Вход оказался бесплатным, хотя бы уже так. Здесь продают разные печенюшки, цветы, кстати. И смотрите, мы входим и попадаем в церковь, реально в церковь. Ух ты, довольно красивое помещение, смотрите, как это сделано. Играет музыка, народ берет себе покушать. Это, конечно, очень необычно. Ну, ребят, смотрите, как вам такое, готовы ли вы совершить трапезу в этом помещении, или же для вас это кажется чем-то неправильным. Напишите в комментариях, будет интересно услышать ваше мнение. Но вот народ сидит, ест совершенно нормально. Продается мороженое, кофе и пицца, пожалуйста. Народ сидит, отдыхает, получает удовольствие, и эстетическое удовольствие в том числе, потому что здание очень красивое. Mercato Mayfair расположен в церкви Святого Марка. И вы скажете, как англичане до такого докатились? А вот сейчас я вам все и расскажу.
Роскошная церковь в стиле греческого возрождения была построена здесь в 1820-х годах. Но, несмотря на то, что этот район традиционно населяли состоятельные граждане, приходу в какой-то момент стало слишком дорого обходиться содержание такого величественного здания. И церковь Святого Марка сначала стала использоваться как площадка для модных показов и мероприятий, таких как London Summer Show и London Fashion Week. Сейчас же в здании церкви открыт рынок с фудкортом, а бар размещен прямо в алтаре. Ну вот смотрите, прям около алтаря продают пиво, коктейли, народ сидит, пьет пиво за столиками. Не знаю, богохульство это или нет, не могу ничего сказать. Странное немножечко ощущение. Здесь есть паста. Выглядит очень аппетитно. Это сыр. Вот такие порции накладывают и бурату кладут. Да, вот так. Вид сверху. И здесь есть выход на террасу. Пойдемте посмотрим. Так, давай, Лиз, веди нас. И вот такая терраса. Место очень колоритное, необычное. И если вы ничего против этого не имеете, то почему бы и нет. Мое мнение, что город очень зеленый. Много парков, много скверов с большими вот такими платанами, тенистыми, большущими деревьями. Приятно, очень приятно. Идем гуляем, идем к Бейкер-стрит от Оксфорд-стрит. И вот табличка, на которой уже написано Бейкер-стрит. Соответственно, нам вот туда. И мы идем искать памятник Шерлоку Холмсу. Смотрите, ресторан называется «Кухня у Холмса». Итак, вот, мы находимся прямо около входа на станцию метро Бейкер-стрит. И прямо здесь же памятник, скульптура Шерлоку Холмсу. Идем к нему. И вот памятник Шерлоку Холмсу. Вот так. Спускаемся в метро и едем к себе домой на Tower Hill. Смотрите, как внутри выглядит необычно. Вот такая платформа, такой метрополитен в Лондоне. И вот табличка Бейкер-стрит очень красивая. Смотрите, здорово, как ярко выглядит. Вообще мне очень нравится логотип лондонского метро. Выглядит потрясающе. Так, едем на метро. И что меня удивило, смотрите, собака сидит на кресле. Неудобно снимать, но это прям вообще удивительно. Просто даже без переноски, безо всего, именно прям на кресло посадили. Мы немножко отдохнув, оставив детей в отеле, решили еще пойти прогуляться. И вот мы на Victoria Station. Здесь вокзал Виктории, а мы направляемся в район Белгравия. Белгравия – это еще один из самых дорогих и фешенебельных районов Лондона. Здесь проживали и проживают многие поколения британской элиты, а также состоятельные иностранцы. Это район Вестминстера к юго-западу от Букингемского дворца. На востоке он граничит с Мейфейром, в котором мы как раз сегодня гуляли. На западе с Найтсбриджем и Челси, на севере с Гайд-парком. Название Белгравия происходит от деревушки Бейл-Грейв в графстве Чешир. В этой деревне находилось родовое имение Ричарда Гровенера, второго маркиза Вестминстерского, аристократа и видного английского политика, которому принадлежала земля на месте современной Белгравии. Идем по одной из самых фешенебельных, дорогих улиц Лондона. Напротив Итон-сквер, вход в который там садик, я так понимаю, свои специальные ключики у владельцев этих домов, вдоль которых мы идем. И что мы сейчас, Сереж, заметили? У них нет гаражей, машины паркуют свои дорогие Бентли, Мазерати и прочее вот прямо вот здесь. И что самое интересное, у них на рулях стоит противоугонная вот эта вот система. Ну вот знаете, раньше в 90-е у нас ставили на руль такую вот штуку, да, чтобы не угнали. Ну как-то так немножечко странно, да? Вот. Да. И еще я заметила, что вообще нет пакетиков для того, чтобы убрать за собачкой. То есть нигде. В отличие, например, от Праги, где все это есть. Итон-сквер.
И, как я говорила, вот эти небольшие садики, как раз на Итон-сквер, вот они огорожены. То есть это только для жильцов вот этих домов. Там я даже видела, шезлонги стоят. Вот, видите, за листвой 2 шезлонга. Вот народ, живущий здесь, там может отдохнуть. Потому что я так понимаю, что вот этих таунхаусов, дорогих домов, даже нет кусочка своего земли. Ну, земля в Лондоне дорогая, поэтому вот так. Кто хочет здесь жить, то есть живет как в квартире. Только еще и многоэтажный. И вот вдоль Итон-сквер идет дорога, по которой ходит обычный автобус, а по бокам вот как раз-таки дома, где живут очень богатые и обеспеченные люди Лондона. Вот так. Так, ну а мы продолжаем гулять по этому району, уходим от Итон-сквер. В принципе, мы хотим посмотреть что-нибудь еще. Ну вот так сделан многоквартирный дом в Белгравии на Итон-сквер. Вот, смотрите. Нравится вам такой, не нравится? Это, как говорится, на вкус и цвет. Итон-сквер. Еще немножко вам поснимаю, покажу. Но вот эти колонны, видите, как красиво достаточно выглядит. И наверх вот уже кирпич. Здесь белые колонны, белый вход. Вот так это выглядит. И стоит Бентли. И, кстати, смотрите, тут же почтовая будка. Из Белгравии можно отправить письмо к себе домой. А мы идем, направляемся в сторону крупного известного универмага Harrods, который находится как раз-таки вот недалеко. Вот идем гуляем, значит, здесь, и меня прям поразило, вот в каком ужасном здании сидит Эрме. Ну, как-то прям совсем. Вот. И такой панелячик сверху над ним. Ну, знаете, конечно, наверное, ну, вот здесь приятней. Правда, выбрала себе место получше. А здесь по дороге к Хэрротсу вот такие красивые дома нам попались. Ну, выглядит красиво. Вот это мне нравится. Это вот симпатично. Мне нравится такая вот кирпичная кладка с белыми окнами. Я это уже говорила. Вот это в районе Мэйфэйр. Как раз мы гуляли сегодня, и как раз там было таких домов много. Знаменитый балкончик. Эквадорское посольство, в нем сидел Джулиан Ассанж. И туда выходил дышать? Выходил на этот балкон подышать воздухом, пока его все-таки наконец не поймали и забрали из этого посольства и не выдали куда. И на США его отдали, и не отдали. Смотрите, какие красивые дома. А мы дошли до магазина Harrods. И вот он, один из входов. Магазин сумасшедший, красивый. Обязательно зайдем вовнутрь. Сейчас немножечко обойдем вокруг. Смотрите, какие охранники. И здесь такая атмосфера около этого магазина. Бридж. Вот смотрите, можно приехать сюда на метро. Вот. И вот он, Harrods. И смотрите, какая здесь атмосфера. Очень вкусно пахнет орешками. Приятно. Стоят в очередь просто кэбы, готовые забрать посетителей этого магазина. Так, ну а мы зайдем вовнутрь, посмотрим, что там интересного есть. Кстати, напротив, вот, пожалуйста, Зара. Бюджетненько. Поэтому, ну, мы идем в Harrods. Нам же интересно посмотреть что-нибудь небюджетное. Вот такие потолки в здании магазина. И здесь можно купить то, что вам нравится, если у вас есть на это средства. В отделе парфюма гул стоит. Сильные очень запахи. Прям вот смотрите как. Прям гул. Спускаемся просто, можно сказать, в египетские гробницы. Вниз. Мы решили поехать на этаж, где сувениры. Ну, кстати, цены на сувениры здесь вполне себе доступные. Смотрите, можно фирменную коробку Harrods купить с печеньем, например. И цена вполне доступная, 22 фунта. Чай. Ну, вроде как чай здесь должен быть неплохой. Я думаю, они держат марку свою. Конечно же, английский медведь. Тоже фирменный Harrods. Конфеты фирменные. Можно купить чай
пакетиках, можно в жестяной баночке. Ну вот смотрите, разные чаи. Или вот такой коробочки. Вот эти классные коробки мне очень нравятся. Кружки. Кружки. Вот, кстати, красивая. Harrods написано. Симпатичная. И тут же в Хэрротсе есть, смотрите, новогодние елочные игрушки лондонские. Классно. Двухэтажный автобус такой покрытый снегом блестящим. Классный. И вот такой шарик. Шарик с чудесной телефонной будкой. А стоит 15 фунтов. Ну, возможно, для пикников, да, классный. Шахматы. Наш размерчик, мне кажется, для больших компаний, когда мы собираемся. Красивые коробки под сигары. У них, наверное, есть какое-то свое название. В общем, приятно здесь ходить, что-то покупать, что-то рассматривать. Ну вот, смотрите, здесь разные этажи. Немножечко я вам покажу, особо показывать не буду, не люблю я снимать как-то так магазины. Так что, ну вот то, что есть, покажу. А дальше вы приезжайте сами и смотрите, гуляйте здесь сами. И здесь же есть книжный, смотрите, можно купить томик Шекспира. Ну вот, в общем, интересно. Коко Шанель. Смотрите, цитаты. Да, ну вот маленькое черное платье. А здесь цитаты. Вот так выглядит. И, кстати, книжечки такие стоят. Сейчас скажу, сколько стоят. 6 фунтов. Не так уж и много. Даже, я бы сказала, немного. Ну вот, книжный вот такой. Классическая литература. Вот это, кстати, интересно. И вообще, я вот подумываю что-нибудь взять такого. Может быть, вот такого. И почитать. Немножко свой английский взбодрить, скажем так. Вот он, Шерлок Холмс в оригинале. Только сегодня с ним фотографировались. Да, сегодня у нас прям день Шерлока Холмса. Я думаю, что Владику может взять такую книжку. Он будет, я думаю, возможно, доволен. Ему нравится, кстати, Шерлок Холмс. Так, ну что ж, покидаем этот храм шопинга. Если вы в Лондоне, обязательно сюда зайдите. Я уверена, вы найдете, что здесь купить. А мы продолжаем дальше прогулку по Лондону. Ну что ж, Хэрротс посетили. Магазин понравился, здесь много всего интересного, здесь хорошие марки, люксовые. Поэтому, ребята, если вы в Лондоне, обязательно сюда сходите. Не обязательно что-то покупать, можно просто посмотреть. Это интересное место, такой культовый магазин лондонский. Вот. Ну, а мы отправляемся дальше гулять по Лондону. Смотрите, какой флаг красивый, какая улица красивые, дома какие идут. Тихие, спокойные лондонские районы. Приятные районы. Какой дом отделан плиткой. Здорово. Вот магазин Хэрротс. Смотрите, как он смотрится. Просто вообще, как и я и сказала, храм, можно сказать, шопинга. Вот он, Хэрротс. И эта улица шумная, прекрасная. Мы прошли параллельные улицы, потому что интересно было посмотреть нам дома. Здесь все шумит, кипит. Так, ну а мы идем прямо. Идем по улице Найсбридж. Очаровывают меня такие здания. Витрины магазинов немножечко. Дольче Габбана Kids. Итак, смотрите, что сделали из телефонной будки. Телефонная будка 2 в 1. Может, Осталось. да, смотрите, будка осталась.
Здесь банкомат, телефон. Не знаю, работает или нет, но какой-то грязный, не хочет. 2 в одном. Будка 2 в одном. Вот ворота, это вход в гайд-парк. Мы туда, к сожалению, не пойдем, потому что уже притомились. Хотим еще погулять по городу в парк в другой раз. Тем более сегодня уже заходили в Сан-Джеймс парк. А смотрите, а впереди арка Веллингтона. Эта арка была установлена в честь победы над Францией. Решили зайти вот в этот паб и выпить немножко пива и отдохнуть. Мы пришли в паб, и вот смотрите, Сережа взял эйль вот такой, а я вот какой-то такой. Да, да, вижу. Да, да, по-другому. И еще есть вот разные другие пива. Так, ну что скажешь? Хорошо, но на эль не похоже, он такой достаточно, да? Для бельгийской пива. Так, а я вот какое-то розовое. Еще орешки. Thank you. Thank you. Так, ну что, ребята, будем пробовать, дегустировать эйль, как говорят. Баре, как говорится, да. Ну что? За путешествие. За путешествие. Ну, интересное. Вот такой паб. Мы сели. Rose and Crown. Вот у меня такой эйль. Еще взяли орешки. Ну что ж, отведав английского эля, сейчас, я думаю, уже будет потихонечку темнеть, а мы как раз будем наслаждаться вечерним Лондоном. Так, Сереж, как тебе эль? Эль прекрасен. Зашел? Да. Да. Ну, на мой вкус эль немножечко горьковат, но в целом нормально. Кстати говоря, мы идем по улице Пикадилли. И впереди будет Пикадилли Circus. Как раз известные огни Пикадилли, где мы уже были. Но мы сейчас туда не идем, мы идем до ближайшего. Как вы думаете, куда мы попали? Так вот, с улицы Пикадилли мы свернули в Грин-парк и двигаемся к Букингемскому дворцу. Сегодня мы здесь уже были, гуляли, но мы решили посмотреть поближе, потому что там было такое количество народу. Ну, в общем, покажем, как это вечером. Может быть, уже включена будет подсветка. Сейчас пока дойдем, посмотрим. И вот смотрите, сколько народу, кстати, сейчас в парке. А сколько сейчас время, Сереж? 8:30. О, и смотрите, сколько народу. Народ в парке вполне себе отдыхает, гуляет. Зажглись вечерние королевские фонари. Слушайте, они газовые, что ли? Так, подойдем поближе, посмотрим. Похоже, это газовые фонари. Слушайте, точно это газовые фонари, буква Г, наверное, это ГЭС. Я так думаю, что это газовые фонари, но зажигаются они автоматически, не как в Праге, когда поджигает их фонарщик. Ну что ж, мы покидаем уже Грин-парк. Смотрите, немножко уже садится солнце, такое вот розовеет, да. Мы уходим из Грин-парка и перемещаемся к Букингемскому дворцу. Вот он прямо перед нами. Сейчас мы туда подойдем и посмотрим поближе. Подойдем прям совсем близко и рассмотрим, потому что днем у нас этого не получилось. Потому что было очень много народу и была праздничная процессия, смена караула. И смотрите, Биг Бен, монумент Виктории и Букингемский дворец. Уже включилась подсветка, да. И мы идем посмотреть через эти ворота на Букингемский дворец. Смотрите, какие красивые ворота. Выглядит очень красиво. Вот он, Букингемский дворец. Вы можете его рассмотреть. Ну, класс. Ну что ж, полюбовались Букингемским дворцом. И сейчас мы отправляемся к Вестминстерскому аббатству, к Биг Бену. Биг Бен вот там вот. И там же, кстати, Лондон Ай. Вот отсюда его видно. Но мы постараемся туда дойти пешком. Хотя изначально у нас был план поехать на метро.
Так, я уже собиралась заканчивать сейчас съемку, но смотрите, кого я увидела. Нашего старого приятеля, который только недавно был у нас в Тауэре. И тут вот он пришел к Букингемскому дворцу, видимо, королю что-то передать, какое-то сообщение. Вот. Да, вот тут вот ворон, черный ворон. Ну что ж, прощаемся с Букингемским дворцом. Надеюсь, что все-таки мы еще увидимся. А в следующее наше путешествие в Лондон. Очень мне Лондон нравится, и мне, и Сереже. И мы с удовольствием сюда еще приедем. Ну все, уходим из Букингемского дворца, с территории Букингемского дворца. Кстати, смотрите, как красиво цветет каштан розовым цветом. Так, ну а мы идем, кстати, сейчас в Сан-Джеймс парк, потому что мне кажется, что там как бы правильнее срезать угол и быстрее дойти до Биг Бена. Лондонский каштан. Так, все, бежим. Загорелся зеленый свет, и мы идем сюда, покидая Букингемский дворец. Мошкара летает, и вот, смотрите, Букингемский дворец из парка Сан-Джеймс. Монумент Виктории. Смотрите, отсюда уже видно Лондон Ай, колесо обозрения лондонское. Смотрите, отсюда уже показался Биг Бен. И просто на самом деле, конечно, камера это не передает, но на самом деле выглядит как будто, знаете, луна взошла на небе. И вот этот круг циферблата, он так выглядит. Ну вот реально мы сейчас вот шли и раз Биг Бен. То есть, ну класс. Смотрите, сейчас самая инстаграмная будка на фоне Биг Бена. Вот эта будка, она вообще не подсвечивается, а та, на нее падает отлично свет. Смотрите, сейчас вообще никого народу особо нет. Если чуть-чуть, поэтому сейчас сделаем фоточки обязательно. Класс, красота. В общем, маленький лайфхак. Приходите сюда вечером. Отличная подсветка. Конечно, просто потрясающий вид. Не знаю, мне очень-очень нравится. Просто посмотрите, автобус вот этот красный, будка. Не знаю, мне нравятся вот эти сочетания цветов. Просто посмотрите, сказочно. Просто сказочно. А вообще, посмотрите, здесь огромное количество этих телефонных будок. Одна, вторая, там еще две. И по той улице, по которой мы шли, 3 стояло. То есть специально, чтобы люди могли сфотографироваться с Биг Беном, с Вестминстерским аббатством. Просто не могу остановиться снимать Биг Бен. Для меня, наверное, это одна из самых главных достопримечательностей Лондона, так же, как и Тауэрский мост, но просто, вот знаете, со школьных лет. Посмотрите, какая красота. Мы, к сожалению, не покатались на Лондон Ай, но у нас всего 3 полных дня, поэтому, к сожалению, мы не можем объять необъятное и выбираем то, что нам более интересно для мира. Вечерние воды реки Темзы. Они гораздо приятнее, чем дневные, кстати. Смотрите, как они красиво переливаются разными огоньками. Красота. Смотрите, как красив город Лондон вечером. Просто как красиво в реке Темзе отражаются огни города. И мы поворачиваемся. Ночной Лондон. Просто изумительно. Смотрите, как красиво светятся огни большого города. Просто изумительно. И смотрите, как красив сейчас парламент и Биг Бен. О, и едет красный автобус, потрясающе. Да, с той стороны лучше. Посмотрите, как звучит колокол Биг Бен. Все, так быстро. Так, ну что ж, друзья мои, мы двигаемся уже к станции метро Вестминстер и поедем к себе в Тауэр, можно сказать и так, потому что это самая ближайшая станция метро к нам. Ну и мы практически живем в Тауэре. Итак, мы спустились в метро Вестминстер. Вот смотрите, через 2 минуты будет поезд, который следует до Тауэр-Хилл, то есть наш поезд. И отсюда же едет еще и кольцевая линия. То есть здесь сразу на одной платформе несколько линий. То есть надо смотреть и ориентироваться, какой поезд едет. Вот смотреть надо на табло и смотреть свое направление и через какое время он прибудет.
Вот так. На самом деле все просто, достаточно просто. Ну и, конечно, смотреть, куда, с какой стороны выходить платформа, потому что там в другую сторону будет, например. Все, друзья мои, мы приехали на свою остановку метро. Сейчас скажу вам некоторые вещи о метро. Смотрите, вы прикладываете карту, обычную свою карточку банковскую, при входе у вас списывают деньги, но списывают уже потом, потому что при выходе нужно опять приложить эту же карту, чтобы тебя турникет выпустил. Имейте в виду, если вы с детьми, то есть с маленьким ребенком лет до, не знаю, до скольких лет, наверное, до 12, может, до 10, то есть Лизе бесплатно. Есть проход, где с родителем пропускают бесплатно. Владу 14 лет, ну и у него уже обычный платный билет, как на взрослого. Вы не можете пройти по одной карте. Вам нужна еще одна другая карта, то есть за ребенка, уже взрослого, вы должны заплатить отдельной картой и ее приложить при входе и при выходе. То есть имейте в виду, что нужно иметь несколько банковских карт. В принципе, я ни разу не видела, где можно купить билетики. То есть можно пополнить либо карту Остерс, либо вот заплатить такой картой. Имейте... Продаются, да? Ну вот, ну может быть, да, можно так. В общем, мы пользовались, просто прикладывая карту. Сегодня наш последний завтрак в отеле. Вот смотрите, у меня классический, можно сказать, английский завтрак. Здесь печеный помидорчик, омлет, грибочки, бекон, хаш-браун, картошечка такая, бобы, сосиска. И я взяла немножко овощей, помидорчики, огурчики, зелень. Еще я взяла сыр, сыры я люблю, и колбаски. Вот такой британский завтрак. Сегодня у нас последний день в Лондоне. Сегодня мы уже улетаем в Прагу. У нас есть целых полдня практически. И я считаю, что это замечательно, потому что мы сейчас идем на Тауэрский мост. У нас зарезервировано время, куплены билеты, так что идем на Тауэрский мост. Время летит просто безумно быстро. Очень жалко, что уже надо уезжать сегодня. Прямо перед нами Тауэр. Его мы посетили в первой части нашего видео. И там же я рассказывала и показывала все самое интересное о нем. Поэтому, если не видели нашу первую часть путешествия по Лондону, обязательно ее посмотрите, и у вас сложится более полное впечатление об этом чудесном городе. Ссылочка на первую часть будет в описании под видео. Или просто заходите на страничку нашего канала, где в разделе «Плейлисты» вы сможете найти любое из наших видео. Там они удобно расположены по странам. Так, ну а мы идем подняться на Тауэрский мост вот туда, чтобы пройти там по верхнему этажу Тауэрского моста. Там есть стеклянный пол, сейчас все посмотрим, все покажем вам обязательно. Так что оставайтесь с нами и будем сегодня вас еще радовать приятными эмоциями, я надеюсь. Смотрите, какой красивый Тауэр. Там-то вот, кстати, раньше был ров. И вот мы на Тауэрском мосту в хорошую солнечную погоду. Сейчас пойдем подниматься туда наверх. Вид изумительный. Сейчас отличная погода, чтобы прокатиться на кораблике. Но мы же на кораблике катались тоже в отличную погоду. Вообще очень рекомендую. С воды город смотрится просто тоже изумительно. И смотрите, какой же красивый город. Просто приятно смотреть. Так, мы ждем, кстати, стоим в очереди. А еще дальше стоит очередь, у кого не зарезервировано время. То есть вот они стоят еще дольше. Посмотрим, сколько мы тут прождем. У нас сегодня есть еще несколько мест, куда мы хотим попасть. У нас сегодня самолет в 6 часов вечера, поэтому до 6 вечера. Но, кстати, в аэропорту надо быть за 2 часа. Предупредили, что много будет очень народу. И ехать, если ехать на такси, то займет время аж 2 часа. А если ехать на общественном транспорте, час. Поэтому мы решили, что попробуем на общественном транспорте. Тем более мы уже немножечко потренировались за эти дни. И хотим лишний час провести в городе. У нас было зарезервировано время на 10:50, и ровно в 10:50 начали пускать. Посмотрим, сколько здесь еще будет. Пока еще в саму башню не пускают. Видите, вот эта дверка? Но пока мы туда еще не идем. Вот туда. Ждем, стоим. Но пока мы стоим, мы можем любоваться этим чудесным видом.
Так, очередное наше любимое занятие. Мы с Лизой поднимаемся, не только с Лизой, и с Сережей, и с Владом. Влад уже вперед ушел. Поднимаемся на Тауэрский мост. 206 ступенек, сказали, да, Лиз? Пошли. Кстати, красиво внутри, смотрите, как такие лестницы интересные. Мы внутри Тауэрского моста. Первая остановка, можно сказать, здесь вот так. Вот смотрите, вот эти дайверы, их можно так назвать, да, которые строили изначально опоры моста. Вот только что я показывала вам скафандр, смотрите, только ботинки весили, смотрите, 16,4 килограмма, вот эти большие. Весь костюм. Смотрите, и платили им от 10 фунтов за минуту. Вид на Тауэрский мост, на нижнюю часть, вот отсюда сверху. Так, ну мы идем дальше. Мы поднялись уже. И еще нам предстоит подъемчик. Здесь показывают фильм, историю о создании Тауэрского моста. Так, ну что ж, мы пришли туда, где прозрачный пол и откуда открывается вид, прекрасный вид с Тауэрского моста. Вау. О, здесь открытое окошечко, и можно высунуть камеру, это чудесно. И поснимать. Так, Лиз, ты готова идти по прозрачному полу? Вот там вот, где люди стоят, там как раз прозрачный пол. Так, ну что, кто смелый и не боится? Лиза. Влад, ты как? Идешь? Влад прошел. О, мама. Честно говоря, страшно немного. Как вам ощущения, ребятки? Я первый раз, честно говоря... Ой, слушайте, стекла такие как бы... Тонкие на вид, по ощущениям. Так вот это происходит. Лиза, не страшно тебе? Иди сюда. В общем, супер аттракцион. Ну да. Мы находимся на верхнем уровне Тауэрского моста. Только что и нафотографировались, и походили здесь. Ну вот, смотрите, я иду. Классно. Ощущение классное. Вид шикарнейший, открывается в эту сторону, а в ту сторону, я надеюсь, получится нас пройти, потому что тоже очень интересно. Да. 1 миллион фунтов. Мост, да. Вот так. Здесь вот так вот показано, как делали этот мост. Смотрите, как здорово. Это прям вот сейчас над нами башенки вот эти красивые. Здорово. Только что мы ходили вот по этому проходу. Там был прозрачный пол, а теперь мы идем сюда. Здесь вид открывается уже в другую сторону. Сейчас мы тоже постараемся окошечко такое открыть. Смотрите, вид отсюда тоже прям супер хороший. И смотрите, сделаны вот такие окошечки, которые специально для фотографии можно открыть и высунуть в форточку камеру свою и прекрасно снять без бликов вид на город. Вот на этой башне Sky Garden нет такой возможности, к сожалению. Там все через стекло. Но туда вход бесплатный. А здесь все-таки нет. Но очень красиво. Как тебе? Нравится такое? Да. Все собрала? Нет, все не собрала. Интересно тебе? Понравилось как? Как вот так ходить по прозрачному полу? Ну, классно, здорово. Мне тоже очень понравилось. Отличное развлечение. Так, мы только что спустились с Тауэрского моста, были вот там, вот ходили по стеклянному полу. И по одной стороне, и по другой стороне. Входили вот в ту башню. Северная башня называется. Это южная башня. И мы спустились. И сейчас будем кидать монетки, чтобы вернуться. Мы решили, что сделаем так. А, кстати, смотрите, здесь
немножко отмельчала, и там народ ходит и что-то собирает. Потрогать водичку можно в Темзе, кстати. Так, ну что, готовы кинуть монетки? Тебе понравилось, Лиз, в Лондоне? Очень. Ну что, кидай, чтобы вернуться? Не забудь это сказать. Все, монетка твоя полетела, бабах. Так, ну что, давай, Влад. Так, замечательно, Сереж. Лондон классный город. Посещать его можно бесконечно. Нам тут очень нравится, чтобы вернуться. Чтоб вернуться. Так, ну и я, да, прям в Темзу. С Тауэрского моста. Чтоб вернуться. Все, монетки кинуты. Ну а мы еще немножечко погуляем по Лондону. Отсюда открывается сумасшедший вид. Смотрите, плывет кораблик. Мы здесь были в первый же день, когда только приехали, но было хмуро, а сейчас, когда синее небо, потрясающий вид. И смотрите, вот как раз вот здесь мы кидали монетки и видели вот здесь, как люди ходят и фотографируются на фоне Тауэрского моста. Изумительный вид. И вот мы только что вот по вот этим проходам ходили и с одной, и с другой стороны. И вот я вам сейчас даю возможность рассмотреть близко-близко все орнаменты, узоры, чтобы вы могли все это посмотреть, имели представление. Ну, действительно, очень красиво, очень здорово. Еще очень мне нравится, когда по этому мосту едет красный автобус. Выглядит, конечно, потрясающе, но что сейчас вот ни одного автобуса, к сожалению, нету. Так, ну а мы идем дальше, еще немножко погуляем. У нас не так уже много времени. Мы по этой набережной гуляли в самый первый день. И было как хмуро, и как сейчас здорово. Народ лежит, загорает на травке. Тогда тоже народ сидел, но сейчас, когда светит солнышко, это просто изумительно. Изумительно и прекрасно. И какой сейчас, конечно, замечательный Лондон, когда нет дождя, я хочу сказать. Хотя, когда дождь, в этом тоже есть своя изюминка. И нам такой шанс предоставился как раз посмотреть Лондон под дождем. Но я очень рада, что большую часть времени у нас светило солнце и была прекрасная погода. И всего лишь один день, полдня даже шел дождь. Мы провели его в Тауэре. А сейчас наслаждаемся и любуемся солнечным Лондоном, чудесным Лондоном. И пытаемся оставить в памяти все вот эти моменты и эмоции. А Лиза-то у нас с приобретением. Так, у тебя какая королевская собачка, да? Да. А еще у тебя зуб выпал в Лондоне, да? Да. Вот так вот. И вот они, наши белые березки посреди Лондона. И, кстати, в Лондоне я много видела березок. Вот, пожалуйста, чудесные такие белые прекрасные стволы берез. Молодых березок. Целая здесь вот небольшая аллейка. Вот как раз корабль Белфаст. И мы идем по набережной. Смотрите, очень много народу. Прекраснейшая погода. Лиза залезла посмотреть на корабль. Интересно? Да. А внутрь интересно тебе было бы сходить? Да? Боевой корабль. И вот мы прошли Лондонский мост и выходим сюда, улицы Лондона, еще улицы Лондона. Мы пришли в очередной паб. Дети хотят попробовать fish and chips. Мы уже проголодались и хочется что-нибудь попить. Ну что же, у нас прощальный обед в Лондоне. Мы взяли, Сережа взял себе Гиннес, я такое не люблю. Я взяла перони себе итальянское. Ну вот, приятное, вкусное. Так как уже английского пива мы напились. Так, ну что, Влад, дегустируй свой fish and chips немножечко. Я уже полила ее лимончиком, который запеченный. Да, лимончиком полив. Вот обязательно. Так. И в этот раз горошек целиковый. Обычно было гороховое пюре у Сережи. Так, ну как рыбка? Что ты скажешь? Хороший? Очень вкусный, очень нежный. Как жизок, но только рыба внутри. Ага. Вот здесь тартар. Как шницель он да, имеет в виду, как шницель, только внутри рыбы. Рыбой, да. Очень вкусно. Вкусно, Всем прекрасно. рекомендую. Я взяла халуми, вот в таком лаваше или что-то типа того. А у Сережи сэндвич с говядиной, по-моему, да? Да. Попробуем. Мы решили, да, Могу попробовать, что есть британский офисный планктон. В наших есть
уже, Fish and chips уже нету. нет, да, Пиво уже. британское тоже допиваем уже с трудом. Последний бокал и все. И, И полетели. и полетели пить свое чешское. Да. Так, ну, я, как я уже говорила, я взяла уже итальянское себе пиво. Не могу сказать, что мне не понравилось английское пиво, просто Хватит. хватит, да. Вот, обед офисного работника, Британский. британского, Мы да. находимся в лондонском сити. Да, поэтому мы решили, вот так мы решили в этот раз. Так, ну давай, дегустируй свой бутерброд, точнее сэндвич. Сэндвич. Мне кажется, его надо есть руками, нет? Думаешь? Ну вот да, англичане, я видела, едят руками. Ну, можно и отрезать. Ну, в общем, просто если ты будешь отрезать, будет очень долго. Давай. Давай, вгрызайся в него так. Хам! Так, ну, Вкусно. Ну, мясо немножко такое жестковатое, но приятно. а что там, соус какой-то есть? Да, есть. Горчица. Горчица. Запивай Гиннесом. Ты же как сейчас себя ощущаешь британским, можно сказать, офисным работником. Планктоном, да. Так, ну что, попробую я свою халуми. Приступаем к дегустации халуми сэндвича, да? Халуми ролл это называется, Ну, по-моему. даже я не знаю, что это там. Ну, врап назывался по-английски ролл. Вкусно. Вкусный. Запеченный перчик внутри с халуми. Рукола. Очень вкусно. И, мне кажется, соус чили. И запьем пивом. Приятного аппетита. Мы только что пообедали вот в этом пабе, называется Monuments. Прям находится рядом с монументом, посвященный большому пожару в Лондоне. И здесь же как раз вот стрит-фуд сегодня. Ну а мы держим путь уже в сторону нашего отеля, потому что уже скоро наш самолет, нам надо уже выезжать. Так что идем туда. 2 часа дня. Смотрите, мы находимся в Сити. И тут огромное количество офисных работников вышли на обед попить пиво. Вот около паба. И вот смотрите, какая тусовка офисных работников. Все в обед вышли выпить пиво. Ребят, понимаете, вот как жизнь кипит в Англии, и это нормально. То есть в Чехии у нас пьют пиво в обед, конечно, многие, но тут прям вообще, тут прям вот так. Еще вот здесь, среди современных зданий, есть небольшая церковь, в которую мне было интересно зайти тоже, потому что она очень необычная. Зайдем, и я покажу, что там. Это руины церкви, разрушенной во время Второй мировой войны. Можно сказать, оазис посреди урбанистического Лондона. Сейчас это городской садик, укрытый от толп туристов, но столь любим как место для ланчей у людей, работающих в офисах, окружающих это прекрасное место. Пойдемте же его скорее посмотрим. Здорово, какая милота. И смотрите, мы куда попадаем. Необыкновенная церковь, которая... Остались только опоры этой церкви, а внутри оставлен как сад. И смотрите, что здесь. Здесь просто народ отдыхает, оставили как место для отдыха. Внутри народ здесь просто кушает. Вот это выглядит так где лондонского Сити. Ну, знаете, кстати, очень здорово сделано то, что не снесли, не разрушили, а сделали вот такой небольшой парк. Вполне приятный. Вот так это выглядит. Летит самолет. Так, пойдем туда сходим еще, да? Народ устраивает пикники. Вот отдыхает. И смотрите, как красиво. Вот эти готические окна, поросшие такой растительностью. Как это выглядит. Прям эпически, можно сказать. И тут же современное здание. Ну, в общем, интересно, необычно. И вот здесь такой оазис среди шумного Сити. Оазис спокойствия и релакса, где люди приятно проводят время. Вот видите, человек в костюме прям сидит на траве. Это хорошо, нормально, прекрасно. Вот такое интересное место я вам показала посреди Лондона. Здесь же вот есть фонтанчик. Ну что ж, все, уходим отсюда. И уже путь держим к отелю, к нашему отелю. И уже поедем в аэропорт.
Вот это место. Очень рядом находится, прям рядом со Sky Garden, с Тауэром. Если вы где-то рядом будете и вам это интересно, то обязательно зайдите. Необычное место. Так, прощаемся с нашим отелем. Новотель. Ставим очень высокую оценку. Нам очень понравились прекрасные завтраки хорошие. Но если вы тут, конечно, может быть, неделю, вам эти завтраки надоедят. Но если вы пару дней, просто идеально. Нормальный выбор. Удобные, кстати, кровати. Прекрасно убираются каждый день. В общем, все нас устроило. Но главное, это, конечно, расположение. Расположение просто идеальнейшее. Метро рядом, 2 станции, просто 2 ветки метро. Дальше это Тауэр, это Тауэрский мост, это 15-я остановка автобуса, до которой можно доехать до Трафальгарской площади и до Сан-Пол's Cathedral. То есть, в общем, расположение просто супер идеальное. А сейчас мы спешим на метро, и мы хотим доехать до аэропорта на метро и на электричке. Почему мы так сделали, почему не на такси? Потому что ехать на такси 2 часа, может быть, даже больше. Очень большие пробки. И нас это предупредил и таксист, когда мы сюда ехали. И, в принципе, мы посмотрели, действительно, на такси ехать дольше. И мы решили, что мы потратим час лучше в городе лишний, чем поедем на такси. И решили попробовать добраться вот с таким вот общественным транспортом. Сейчас все это на себе проверим, обязательно расскажем, удобно, неудобно. Как, впрочем, сюда мы ехали на такси, поэтому у нас есть опыт и такси. Мы прилетали и улетаем из аэропорта Лютон. Сейчас мы спускались в метро, кстати, на лифте. Расположено на выходе, то есть на вход, на выход. Нас отдельно пропустили. С детьми, инвалидом, с чемоданами можно проехаться на лифте. И в метро очень чисто. Лифты чистые, не загаженные, потому что в метро на вход и на выход нужно приложить карту. Поэтому здесь нет никого лишнего, кто хочет просто здесь побыть, что-то там нагадить и так далее. У нас проблемка. Один поезд до Лютона отменен. И мы сейчас срочно бежим, ищем, как вообще нам добраться до аэропорта, чтобы не опоздать на самолет. Ребята, возможно, что лучше выехать за 2 часа и ехать на такси. Так, мы уже с электричкой справились. Теперь шаттл до аэропорта. Здесь еще нужно платить. Везде бегом-бегом, спешка. На самом деле, не знаю, успеваем ли мы на самолет. В общем, тоже то еще удовольствие. Но мы проезжали мимо автобана, и там все стояло просто напрочь. Пробки жуткие. Все, едем на шаттле. Как говорится, последний, как говорится, рывок. И вот он уже, аэропорт Лютон показался. Вот он. Друзья, вот и заканчивается наше путешествие в Лондон. Мы благополучно успели на самолет, но благодаря тому, что рейс немножко задержали. Так что однозначно удобнее и дешевле на семью ехать на такси. Но выезжать нужно обязательно заранее. Надеемся, наше видео вам понравилось и было полезным. Будем рады вашим лайкам и комментариям. Обязательно подписывайтесь на наш канал и социальные сети, если еще этого не сделали. Всем мира и добра и до новых встреч в новых городах и странах!